Как вы уже понимаете, в эфире канал «Парни из камня», я ИП Коробченко. Наше сегодняшнее видео будет посвящено двум другим выпускам, которые вы уже видели. А именно мы сегодня покажем, как шпаклевать углы. Будет очень много практики, поэтому я сейчас быстренько покажу вам скрин с инструментами и передам слово Максу. Всем привет! С вами Макс. Сегодня я вам покажу, как шпаклевать углы. Я нахожусь между двух откосов, один из которых мы сделали с помощью гипсокартона, второй отштукатурили. В наших прошлых передачах вы видели, как это было. Верхний же откос мы не стали выравнивать, а просто нашили гипсокартон на существующую деревянную палку. А что же нам поможет отшпаклевать наши углы? Поможет нам перфорированный уголок. Во-первых, он защитит угол от механических повреждений, во-вторых, облегчит нам процесс шпаклевания. И еще кое-что. Наш верхний откос мы выровняем с помощью перфорированного уголка. Но помните, Что если перепад плоскости у вас больше сантиметра, перфорированный уголок вам не поможет. Ну а прежде чем начать, нужно, естественно, загрунтовать. А пока грунтовка сохнет, я покажу вам, как зарезать перфорированный уголок. Делается это несложно. Меряется угол и вырезается в нужный размер. Затем есть маленький нюанс. В местах, где уголки будут стыковаться между собой, зарез нужно делать не под прямым углом, а наскос. Берете ножницы и отрезаете его наскос. Для чего это нужно? Для того, чтобы в этом месте уголки, боковые и грани не наслаивались друг на друга и не давали шишку. Я начну с верхнего откоса, потому что нам его нужно выровнять. Для этого я воспользуюсь лазерным уровнем с функцией горизонт. Я дал отметку на стене, линия горизонта у нас есть. Берем рулетку и сначала в одном углу замеряем расстояние от отметки до угла, в другом углу делаем то же самое. Смотрим. У меня перепад составляет 7 мм. Значит, с помощью перфорированного уголка у меня получится его выровнять. Я замешал клеевую смесь и начну наносить на угол. Это делается так. Некоторыми тряпками, клюшками через каждые 10 сантиметров с одной стороны плоскости и теперь с другой стороны плоскости. Вот так, в шахматном порядке можно это сделать. Так, есть. Теперь берем уголок и наживляем его в том месте, где у вас точка горизонта ниже, прижимаем его плотно, а в другом углу оттягиваем его немножко, чтобы выровнять плоскость. Теперь берем шпатель, стягиваем лишний выдавленный состав клеевой, подмазываем его слегка. И теперь нужно опять проверить с помощью рулетки, выровняли мы его или нет. Я беру рулетку, опять замеряю расстояние в одном углу и в другом углу. Так, можно его чуть-чуть поддавить. Еще раз замеряю. И еще чуть-чуть, буквально на 3 миллиметра. Ну вот, теперь, я думаю, достаточно. После этого удаляем опять-таки лишнюю клеевую смесь. Все, оставляйте, пусть сохнет. Теперь будем делать боковые уголки по такому же принципу. Берем клеевую смесь и намазываем ее в шахматном порядке. На одну стенку, на другую.
Одну, другую. Уголочек. И прижимаем его к углу. Как вы видите, смесь у нас вылазит причудливо, как из мясорубки. Берем шпатель и смахиваем наплывы. То, что у нас выдавилось. С этой стороны и с этой стороны. Старайтесь замазать весь уголочек, чтобы не было пробелов и не было видно металла. Теперь берем правило. Лазер нам не нужен, потому что эти откосы мы делали по уровню. И просто прикладываем к уголку и следим за тем, чтобы не было между уголком и правилом щелей. Проверили, значит уголок стоит ровно. Точно так же делаем и второй угол. После того, как вы их наклеили, обратите внимание, уголки должны быть находиться в одной плоскости, как у меня. И еще хочу сказать, что уголок имеет единственный минус. Он оттягивает плоскость примерно на 2 мм. Смотрите. Видите, появился зазорчик. Поэтому после того, как вы его наклеили, его нужно с обеих сторон протянуть базовой шпатлевкой минимум 2 раза. Вот таким образом. И так со всех сторон. После того, как первый слой подсохнет, обязательно протяните еще раз. Показывать мы это не будем, потому что это делается точно так же. А на сегодня все. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Пока. После того, как первый слой подсохнет, протяните еще один раз. Пока этого смысла нет, поэтому на сегодня мы попрощаемся. Я туманок. И, о да, зрители, вы очень внимательно читаем ваши комменты. И специально для Олега Михайловича Олейника мы упомянули, что любой малярный либо штукатурный инструмент после окончания рабочего дня надо обязательно мыть. Зашпатлевать откосы, да? Или как? Пришло время, самое время. Пришло. В гости отправиться ждет меня старинный друг. Он Мишка, душевый Миш. Всем привет. Еще попробуй. Меньше агрессии. А также для Демида Иванова из Астрахани мы во вставках с ускорением сделали музыку чуть потише. На стене у нас есть линия горизонта. Берем рулетку. Не, по-моему. Я закрыл ее уже. Спиняк. Выключай. Пищу не снимаешь. Ну там пойдет. Ты что меня писю снимаешь? Она хороша.